Vedanta has four basic truths that it tells us. Веданта содержит 4 базовые истины. And this is the same because the Vedanta is part of the Vedas. И это то же самое, потому что Веданта – это часть Вед. Vedanta means the end of the Vedas, Веданта означает окончание Ведас, or the end being the final truth of the Vedas. Или конец – это было окончательной истины Веды. And these are the four principles. The first one is only Brahman exists. И здесь 4 принципа. И первый из них – только Брахман существует. So everything is consciousness, everything is spirit. То есть все это сознание, и все это есть дух. The second principle is that the nature of our soul, our individual soul, is divine. Второй принцип то, что природа нашей души, истинная природа нашей души божественна. One of the dogmas that has grown up in Christianity Одна из догм, которая выросла в христианстве, is that human beings were born from sin. что человеческие существа были рождены во грехе. This big original sin of Adam and Eve. Вот, то есть это был такой грешок между Адамом и Евой. And there are prayers in the Christian traditions where we affirm that we are sinners. Да, и вот они, когда молятся даже в христианстве, они прямо утверждают, что они все грешники. Мы все грешники. Jesus Christ did not teach that. Иисус Христос этому не учил. He taught that every soul is divine. Он учил тому, что каждая душа божественна. When the disciples were astonished by his miracles, И когда ученики удивлялись его чудесам, he said to them, "These things and greater things will you be able to do." он говорил, эти вещи и более великие вещи вы способны будете делать. Okay. So the teaching of Vedanta is that our nature is divine, it's pure. И учение Веданты, что наша истинная природа божественная, и она чистая. And once we suffer enough through all of the incarnations, we're going to look for that pure nature. И когда мы настрадаемся вполне достаточно через все наши инкарнации, мы собираемся тогда, начинаем искать нашу истинную. The third principle is that the goal of life is self-realization. А третий принцип заключается в том, что цель жизни – это самореализация. This is our common destiny. This is our common dharma. И это наша общая судьба, и это наша общая карма. Inevitably, our soul will go back, merge back into God. В конечном итоге, как бы это ни было, наша душа вернется вновь и соединится. But because we have free will, Но поскольку у нас есть свободная воля, we can cooperate with our evolution, мы можем сотрудничать с нашей эволюцией, or we can resist it. или мы можем сопротивляться нашей эволюции. So the sooner or later depends on us. И быстрее или позже это зависит от нас. We can recognize our divine nature sooner or later, Мы можем распознать свою божественную сущность рано или поздно, but we can't get away from it forever. но мы никогда не можем уйти от этого навсегда. So this is the dharma of each created soul. И это дхарма каждой сотворенной души. And if we don't manage it in this incarnation, there will be another. Ну и если мы не сделаем это в этой инкарнации, будет другая инкарнация. And if we don't manage it in this day of Brahma,
И если мы даже не сделаем это в этом дне Брамы, we'll get another chance in the next day of Brahma. вот тогда у нас будет шанс в следующий день Брамы. You know, it's just like, did you ever start reading kind of a complicated novel, you know, maybe like Tolstoy or Chekhov or something, and then you go to the end, you know, just to see who's still alive. Бывало ли у вас такое, что вот вы читаете какую-то сложную новеллу или роман, как «Война и мир», допустим, или Чехова, и потом вы читаете и заглядываете в конец, кто там вообще, кто там жив-то остается? I just read a book like that. It was like a mystery, it was a thriller, and it was just so intense. I had to know if the guy was going to live, so I looked at the last page. Так я только что читала какую-то очень такую книжечку, типа триллера, и говорит, там было настолько все интенсивно, я прям так заглянула, вообще парень-то выживет или нет. And then I went back because I wanted to know how he made it. А потом она вернулась, как он это сделал, она увидела, что он остался жив, и она вернулась, потому что он это сделал. Everything was against him. Потому что все было против него. Okay. So that's our story. Это наша история. Okay. So we know how the story ends. Мы знаем, как история заканчивается. But we don't know how we're going to get there. Но мы не знаем, как это внутри. Yeah. So some people talk about predestination. Значит, некоторые люди говорят о свободной предопределенности, да, And we предопределенности. can say this is the one sure point that is predetermined. Predetermined. Ага. Предопределенность, да. И мы можем сказать, что существует один лишь как бы пункт, и это предопределенность. When our soul is created, it is predetermined that it's going to go back home. Когда наша душа была создана, это предопределено ей вернуться обратно домой. In between, nothing is predetermined. А между этим ничего не предопределено. Because we have free will. Потому что у нас есть свободная воля. Tomorrow we're going to talk about karma, the law Завтра of поговорим karma. о законе кармы. And you will see how karma influences our actions in our lives. И вы увидите, как карма влияет на наши действия в наших жизнях. But we are never forced to doing anything against our will. Но мы никогда не испытываем никакого насилия для того, чтобы сделать что-то против своей воли. The last principle of Vedanta is that truth is universal. И последний принцип Веданта – это то, что истина, она универсальна. And we learned this at the beginning of today with Sanatana Dharma. И мы с вами изучали это сегодня, когда мы начали говорить о Санатана Дхарме. So, if it's truth, it has always existed and it will always be true. И если это истина, это всегда уже существовало, и это всегда будет истиной. Okay. So, my final message for this part of the class И мое заключительное сообщение для этого класса is cooperate with your evolution. сотрудничать с вашей эволюцией. Okay. We're going to go back. We're going to pick up the number. No, we're going to start with the number 3. Okay. We're going to talk about the number 3 right now. Мы собираемся с вами говорить о номере 3 прямо сейчас. And I'd like to invite Darshan to come. Я хочу пригласить Даршана. And while he's coming, I'd like to invite everybody to stand up and on your own just do the 20-part body recharging. If you don't know how to do it, then just No, move not around. everyone knows. It's okay, just stand up and get some energy. If we can open the Встаньте, doors and какую-нибудь the энергию. Кто windows. знает 20 частей, понапрягайте просто все 20 частей тела с двойным дыханием. Просто. Чтобы энергии немного.
have to go to the bathroom, please go. Если в туалет кому-то надо, пожалуйста, сходите.